Ты приходишь в ГИБДД и говоришь, я хочу сдать на М-ку, буду ездить на моноколесе. Где тебе ГИБДД возьмет моноколесо, чтобы ты на нем катался по площадке или еще где-то? Они скажут, ну что, дурак? То есть у них нет такого огромного количества транспорта, так что ты практику по факту не сдаешь, ты сдаешь только теорию, но экзамен будет обязательно, как я понимаю, и это, наверное, даже здорово. Ну, плюс бабки. Правила дорожного движения для электросамокатов и других персональных средств передвижения в 2021 году. Электросамокатчик – это водитель или пешеход? Что должен знать электросамокатчик для общения с ДПС? Почему Минтранс ввел аббревиатуру СИМ и почему СИМ не имеет отношения к транспортному средству? Что решают в Общественной палате Российской Федерации по данному вопросу и насколько продвинулись? Почему электросамокатчиков не любят как автомобилисты, так и пешеходы? Как и где ездить на электросамокате и других персональных средствах передвижения в 2021 году. Все это вы узнаете прямо сейчас. Привет, друзья! С вами вновь Роман, испытатель электротранспорта, и в этом видео мы поговорим о очень важной теме – ПДД для электросамокатов в 2021 году. Данный ролик также предназначен для любителей других персональных средств передвижения, как с электродвигателем, так и без такового, с функцией гироскопа и без нее. Что будет в скором времени, а что необходимо знать уже сегодня? Наливайте чаек или что вам по душе, а также запасайтесь вкусняшками и подписывайтесь на канал. Впереди, как всегда, концентрат очень интересной и полезной информации. Для начала давайте рассмотрим само понятие транспортного средства. Слово представитель Минтранс Луговенко Владимир Владимирович. Есть? Спасибо, Александр Львович. Появление нового, я бы сказал, вида транспорта, пусть это сейчас в кавычках, это не транспортное средство, это средство передвижения. Официальное заявление на сегодняшний день не являются транспортными средствами. Вместе смотрим ПДД, что является транспортным средством. Автомобиль, автопоезд, велосипед, гибридный автомобиль, маршрутное или просто механическое транспортное средство, а также мопеды и мотоциклы. Это все транспортные средства. Их появление на проезжей части регламентирует свод правил дорожного движения Российской Федерации. И сегодня проезжая часть – это элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств, подчеркиваю, транспортных средств, к которым, как мы уже знаем на сегодняшний день, никакого отношения не имеют электросамокаты, электровелосипеды, гироскутеры, моноколеса, сегвеи и тому подобное. Вы не думайте, я не собираюсь топить за автомобилистов, пешеходов или еще кого-то. Я сейчас объективно говорю о реалиях нынешней обстановки. Я хочу, чтобы вы рассуждали здраво и оперировали фактами при встрече с недовольными участниками дорожного движения и сотрудниками ДПС уже сегодня. Тем более, что в скором времени, похоже, большинству любителей электротранспорта так или иначе придется сместиться на правую часть дороги. Но об этом чуть позже. Выходит, если у нас не транспортное средство, то наше место на тротуаре и мы пешеходы. К пешеходам приравниваются лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, ведущие велосипед, мопед, мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную коляску, а также использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства. Это близко к истине, но следующий факт переворачивает все с ног на голову. Перед вами скриншот презентации с последнего собрания Общественной палаты Российской Федерации, где собраны определения пешехода, велосипеда и мопеда. Я проверял, это действительно так. В итоге, согласно настоящим правилам дорожного движения, электросамокатчик – это и пешеход, и велосипед, и в большинстве случаев еще и мопед одновременно. Похоже на полную чушь, но такова реальность нынешних дней. Так может быть, все владельцы электротранспорта – это все же водители? Водитель управляет транспортным средством, стадом или повозкой, а также является лицом, обучающим вождению. И снова мимо, ведь мы помним, что персональное средство передвижения, хоть с электродвигателем, хоть без него, не имеет определения транспортное средство. Как так-то? Мы что, призраки, что ли? С юридической стороны именно так. Владелец электросамоката самый что ни на есть призрак. И пока вы не запутались во всей этой терминологии, подведем черту со стороны закона и ПДД России. Владелец персонального средства передвижения на сегодняшний день – это странное существо со стороны буквы закона, который не платит транспортный налог, пугает пешеходов, не покупает бензин, имеет полную свободу передвижения, абсолютный ноль для развития экономики и настоящий ужас для автомобилистов, летящий на крыльях ночи. Я ужас, летящий на крыльях ночи. Но хватит самоиронии. Двигаемся дальше.
Кто-то сейчас возмущенно скажет, но ведь уже были случаи, когда лишали водительского удостоверения пьяных самокатчиков. И правильно делали, это мое личное мнение. Уверен, этого даже мало. Если кто-то считает иначе, подумайте над тем, что этот пьяный электросамокатчик или моноколесник мог сбить кого-то из ваших друзей, знакомых или, не дай бог, вашего ребенка. Представили? Исходя из правил на данный момент ПДД, это просто быстро бегущий пешеход. А пешеход может пить. А теперь представьте, что этот человек на скоростном средстве передвижения падает и случайно оказывается под колесами автомобиля вашего родственника. Посадит в этом случае вашего мужа, отца, брата, сына и так далее. Потому что ваш родственник сбил пешехода. И пока в правительстве чешут репы, пытаясь понять, что делать, ПДД пишется кровью наших сограждан. Спасибо большое. Теперь ГИБДД Дмитрий Викторович. Ну, прежде всего, пару слов про цифры. Значит, в прошлом году у нас с участием средств индивидуальной мобильности, пока такого термина нету, но мы понимаем, о чем идет речь, снабженных электродвигателями произошло 331 дорожно-транспортное происшествие, в них погибло 6 человек. Это, подчеркиваю, по официальной статистике госавтоинспекции. По факту, на последнем собрании 19 апреля 2021 года было озвучено 12 основных предложений по внесению изменений в ПДД России. Первое предложение. Велосипед – это транспортное средство без двигателя. Велосипед с двигателем любого типа уже является мопедом. Второе. СИМ – средства индивидуальной мобильности. Не имеют двигателя вообще или имеют гироскопическую стабилизацию. То есть все обозначения, которые вы видите на фоне скриншота. От обычных велосипедов, простейших самокатов шлеп-нога, гироскутеров, сигвеев и моноколес до скейтбордов и коньков. На мой взгляд, только лыжи не хватает, хотя, думаю, это тоже учтут. Третье. Все СИМ считать транспортными средствами, создающими повышенную опасность для окружающих. То есть водитель будет нести ответственность за причиненный вред в случае столкновения или наезда на пешехода. При управлении транспортным средством, согласно закону, водитель должен находиться в трезвом состоянии. Предложение четвертое. Запретить выезд на дороге общего пользования лицам, не достигших 16-летнего возраста на велосипедах и мопедах, так как именно с этим возрастом наступает возможность получения водительского удостоверения и ответственность, согласно российского законодательства. Предложение пятое. Убрать из определения мопед словосочетание двух- или трехколесное транспортное средство. Так как постоянно вписывать новое количество колес и редактировать ПДД, Общественная палата считает нецелесообразным. Уж слишком быстро развивается рынок. Есть двигатель, значит мопед. Все за исключением гироскопа. Шестое. Понятие «детский СИМ» равно пешеход, то есть средство для детей до 7 лет. Скорее всего, в будущем ключевым фактором по определению данного вида средств индивидуальной мобильности будет скорость передвижения до 7-10 км в час, исключительно в пешеходных зонах и под присмотром родителей. Предложение номер 7. Ввести статус для средств индивидуальной мобильности в качестве транспортных средств и обозначить управляющее лицо в качестве водителя, что необходимо для возможности привлечения к ответственности в случае ДТП. Ведь ДТП возможно оформить исключительно при участии транспортного средства на дорогах общего пользования, в состав которых входит проезжая часть, тротуары, обочины и прилегающие территории, исключая при этом лесопарковые территории, стадионы и тому подобное. Предложение 8. Возможность выезда СИМ на проезжую часть, исключительно оборудованных независимой тормозной системой и светошумовыми приборами. Я бы еще добавил обязательное наличие шлема на голове. Это действительно важный плюс к безопасности не только самого райдера, но и других участников движения. Вряд ли автомобилисты будут рады, когда под колеса начнут сыпаться самокатчики с выбитыми глазами от камней, вылетающих из-под колес впереди идущего транспорта. Также необходимо наличие боковых зеркал, хотя бы одного с левой стороны, чтобы райдер следил за ситуацией на дороге впереди, а не крутил головой в попытке компенсировать отсутствие глаз на затылке. Девятое. Отдать приоритет пешеходам по сравнению с СИМ, так как пешеход всегда прав. Слушаем очень внимательно. Да, Ольга Николаевна, пожалуйста. Да, здравствуйте, я Вакина Ольга Николаевна. Я 17 лет занимаюсь возмещениями вреда здоровью потерпевших. Не было усиленной ответственности за состояние алкогольного опьянения и за оставление места ДТП. То сейчас, когда это будет механическое транспортное средство, то мы максимально это до 12 лет лишения свободы. И это правильно, и это очень важно, потому что в уголовном праве очень важна превентивная вот эта его функция,
функция, то есть человек будет осознавать, что если он сел на этот самокат, и если он оставит место ДТП, то есть вероятность, что лишение свободы реальное будет до 12 лет. Но и здесь, слава богу, нашлись люди, готовые встать на защиту законопослушного гражданина. Я законопослушный гражданин. Обычный парень. Я бы хотел сразу небольшую пометочку сделать. В пункте 9, который мы предлагаем, безоговорочный приоритет пешеходов на тротуарах. Я бы здесь немножко сделал исключение, кроме случаев умышленных действий пешеходами. Потому что если мы сейчас дадим безусловный приоритет пешеходам, их просто начнут сбивать ногами, руками и говорить, а у нас безусловный авторитет, поэтому здесь всегда законодательно надо предусматривать противодействие умышленным действиям. 10-е предложение. Допустить к передвижению в пешеходных зонах средства индивидуальной мобильности мощностью менее 250 Вт или имеющих в основе управления гироскопическую стабилизацию. Остается открытым вопрос по ограничению веса, максимальной скорости и других характеристик. 11-е. Отдать преимущество при движении по велодорожкам СИМ без двигателя, а также в зависимости от наличия или отсутствия тормозной системы. Например, скейтборд или роликовые коньки будут иметь преимущество проезда перед велосипедом. Обычный велосипед будет иметь преимущество перед сегвеем и электросамокатом. И последнее, 12-е предложение Общественной палаты. Запретить передвижение на средствах индивидуальной мобильности любой категории в нетрезвом состоянии. В случае с мопедами мощностью более 250 Вт вплоть до лишения водительского удостоверения и наложения штрафных санкций в размере 30 тысяч рублей. В дополнение ко всему перечисленному, Общественная палата предлагает упростить процедуру получения водительского удостоверения категории М, исключить сдачу практического экзамена ввиду отсутствия необходимого оборудования в ГИБДД, так как кто-то будет кататься на моноколесе, а кто-то на электросамокате и так далее. Учащемуся достаточно будет сдать теорию, наверняка со всеми необходимыми госпошлинами. В каком формате будет проходить экзамен, онлайн или по прибытии в ГИБДД, пока не ясно. Это, как говорится, будем посмотреть. Для всех, у кого уже есть любая другая открытая категория, как и ранее, М-ка будет открываться автоматически. По факту на собраниях обсуждалось очень много интересного. Советую посмотреть. Все ссылки вы найдете в описании к этому видео. В 2021 году я бы разделил все так называемые СИМ на две категории – непонятное средство передвижения и транспортное средство с мотоциклетной посадкой. С первой категорией все более-менее ясно, и пока выезжать на них на дорогу общего пользования не стоит ни при каких обстоятельствах. Сюда отнесем гироскутеры, сегвеи, электроролики, электроскейты, а также моноколеса и электросамокаты без сидения. И предчувствуя недобрые комментарии, сразу поясню, почему сюда попали моноколеса и даже мощные электросамокаты со стоячим стилем вождения. Первое. Стоячий человек, идущий или бегущий, на сегодняшний день расценивается водителем на дороге в качестве пешехода. Он не видит, что у вас под ногами, да и не обязан туда смотреть. По факту водитель автомобиля никогда не подумает, что вы можете совершить маневр вне пешеходной зоны. И для него появление быстро несущегося пешехода по дороге всегда будет настоящим шоком. Моноколесники, кстати, при выезде на дорогу рискуют гораздо больше, чем электросамокатчики. Объясню на пальцах. Если у вас на скорости 50 км в час выключится электросамокат, от короткого замыкания, от перегрева или сработает предохранитель, вы будете ехать дальше, пока не остановитесь. И во время снижения скорости всегда сможете завершить маневр уже на обочине. Моноколесо имеет всего одну точку опоры. Если моноколесо выключается на скорости, неважно 25 или 50 км в час, каким бы профессионалом вы ни были, упадете в любом случае. И вам сильно повезет, если мимо не будет проезжать грузовик. Что касается электротранспорта с мотоциклетной посадкой, здесь вполне логичным будет возможность выезда на проезжую часть при условии возможности поддержания скоростного режима, наличия всех необходимых светошумовых приборов, боковых зеркал и трезвого водителя в шлеме с водительским удостоверением в кармане минимум категории мопед. Если соблюдать все вышеперечисленное уже сейчас, то у сотрудников ДПС не возникнет лишних вопросов. Кратко подводя черту, в 2021 году любое средство передвижения, двигающееся по проезжей части, должно соответствовать необходимым нормам со стороны закона и не шокировать других участников движения. Мотопосадка – это норма для любого автолюбителя. Если вы передвигаетесь стоя, то на сегодняшний день до введения изменений в ПДД для любого автомобилиста вы пешеход. Не будем доводить до абсурда. Конечно, вам никто не запретит ездить стоя на мощных агрегатах по дорогам общего пользования. Но если у вас банально нет водительского удостоверения, то и в случае ДТП имейте мужество признать свою вину после выхода из комы. Он находится в коме уже несколько лет. О, Господи! Боб, неужели ты очнулся?
Ведь пешеходу не гоже гулять по проезжей части даже с автомобильной скоростью. Если у вас нет водительского удостоверения, то для вас открыты пешеходные зоны и велодорожки. Да, я знаю, что пешеходы недолюбливают электросамокатчиков, а моноколесников вообще называют клоунами из цирка. Так не будем же давать пешеходам лишнего повода проклинать нас при каждой встрече. Уважайте окружающих. Помните, что вы на своем электрозвере влезаете в чужой монастырь, где царит полное спокойствие и люди не смотрят по сторонам, залипая в экран телефона. Будьте вежливы, вам это зачтется. С осторожностью выбирайте скоростной режим во время поездки. У людей нет глаз на затылке. Как водитель автомобиля не ожидает встретиться с летящим пешеходом, так и пешеход не ожидает появления гоночного болида на тротуаре. Подведем итоги. Электротранспорт в 2021 году остается чем-то непонятным. Идеальным решением ситуации было бы развитие самой инфраструктуры, то есть введение дополнительных полос для мобильного электротранспорта. Но, как показывает практика, просто денег нет. Значит, найдем деньги, сделаем. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. До принятия новых законов пройдет еще не одно собрание, а потом еще летние каникулы Государственной Думы, несколько чтений под конец сезона и так далее. Так что в 2021 году ПДД для электросамокатов и персонального электротранспорта в целом, как и ранее, определяет только культуру социального поведения в обществе. Пишите в комментариях, что вы думаете о предложениях Общественной палаты. Ваше мнение очень важно для развития персонального электротранспорта в целом. Также свои рекомендации вы можете написать напрямую в Общественную палату. Ссылку на официальный сайт вы найдете в описании к этому видео. С вами был Роман, испытатель электротранспорта. Вы самые классные! Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди, как всегда, очень много интересного. До новых встреч на просторах Ютуба. Куда не выгони вот этих вот бедных электросамокатчиков, везде плохо, да, на тротуаре мешает пешеходам, на дороге автомобилистам, на велодорожке велосипедистам, и везде вот как бы им нету места. Ну, давайте для них отдельно подземную дорожки построим какие-нибудь. Естественно, тоже не решение, и основная здесь вот проблема была, что не было хорошей идеи. Поэтому мы сейчас в том числе, сначала мы вот эту идею родили вместе с вами, многие присутствовали, и многие ваши идеи, может быть, вы даже кто-то свои какие-то моменты увидит в тех предложениях, которые прозвучали, какие-то, может быть, заметил свои предложения. Да? Но да, мы постарались все ваши идеи собрать, обобщить и как бы родить некий документ. Причем, повторюсь, мы решили не плодить новые сущности, как вот было предложено. Да, вот, а давайте вот под СИМ отдельную базу подведем. Мы как раз постарались их раскидать по уже существующим и немножко модернизировать с учетом появления новых видов транспорта. То есть все вот эти новые девайсы раскидать, или это мопед, или это велосипед, или это пешеход.